Всем привет! Я долго думала, чем же дополнить мое трио из бетонных шаров. И, как это часто бывает, новая идея пришла спонтанно и совершенно случайно. Однажды у меня осталось немного цементного раствора, нужно было срочно его выработать. Под рукой оказалась пластиковая бутылка, обломки газоблока остались еще после шаров, плюс в голове моментально всплыла картинка, которую я когда-то видела в инете. Там была очень стильная ваза, выточенная из большой гальки. И я решила сделать такую же, но побольше и для сада. Вот только не придумала как. В общем, смотрите, что у меня вышло. Строительная сетка – незаменимая вещь для связи любых материалов с бетоном. В бутылке вода. Это чтобы избежать деформации. Обычная предосторожность. Если вам кажется, что бутылка стоит криво, вам не кажется. На данном этапе это несущественно. Вся дальнейшая работа сводится к обкладыванию бутылки кусками газоблока. Пустоты вокруг залила раствором для более надежной фиксации. Так, тут все понятно. Если стеклоткань намочить, она станет мягче. Это я придаю изделию задуманный объем. Немножко откорректировала. Стеклоткань должна заходить друг на друга, тогда на поверхности изделия не появятся трещины от сезонного перепада температур. Выпуклые бортики – самые слабые места в изделиях из бетона, потому дублирую сеткой. Вот тут я увлеклась и не сняла, как делала донышко. Объясню на словах. На пленку выложила раствор, как оладушек на сковородку. Положила сверху сетку, вырезанную по размерам оладушка, прикрыла ее раствором и поставила сверху вазу так, чтобы она стояла идеально ровно.
На следующий день перевернула изделие и спрятала все погрешности. В кадре этого не видно, но ваза стоит на кастрюльке. Моя ваза высохла, осталось найти ей место. Может, поставлю где-то у дорожки, а может, на крыльце. В вазу при желании можно поставить букет из живых цветов, сухоцветов или веток. Вес у нее большой, но сливать воду удобно. А на зиму обязательно закрывать крышечкой, чтобы внутри случайно не образовался лед, и не испортил красоту. Мне нравится, что она имеет такие округлые контуры произвольной формы. И вот это горлышко добавляет ей шарма. По стилю она нейтральна. И будет одинаково хорошо смотреться как в цветнике, так и на фоне дома, живой изгороди или мощения. На территории двора мне не хватает еще одного крупного предмета декора. Я уже знаю, что это будет. Как только найду подходящую основу, обязательно сделаю и покажу.